Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я приготовлю блюдо, которое обычное для женщин и необычное для мужчин. Это торт Наполеон. В преддверии нашего семейного праздника Дня знакомства я решил побаловать жену таким тортиком. Раньше я занимался приготовлением рыбных и мясных блюд, а сейчас я пробую себя в тортиках. Итак, начнем. Для того, чтобы приготовить торт Наполеон, нам понадобятся следующие ингредиенты. 700 грамм муки высшего сорта, щепотка соли, одно яйцо и 250 грамм маргарина, желательно брать сливочный. Также понадобится пергаментная бумага для того, чтобы раскатывать коржи. Для того, чтобы приготовить крем для торта, нам понадобится 450 грамм сахара, 1 литр молока жирного, 250 грамм сливочного масла, пакетик ванильного сахара и 6 яиц. В большую миску с помощью обычного сита просеем муку. После этого с помощью крупной терки натираем муку охлажденный маргарин. Обмакиваем его в муку, чтобы он меньше прилипал. Теперь необходимо разбить яйцо в стакан, добавить щепотку соли и хорошо взбить вилкой. Теперь необходимо долить водой до полного стакана и хорошо перемешать. Теперь выливаем полученную смесь в муку и хорошо замешиваем тесто. Тесто должно получиться крутое, но и не прилипать к рукам. Теперь нужно тесто завернуть в пленку и положить в холодильник на полчаса. Ну а пока тесто охлаждается, мы приготовим крем. Для начала берем молоко, выливаем в кастрюлю и нагреваем на печи. Теперь необходимо яйца разбить в миску и взбить венчиком вместе с сахаром и ванилью. Теперь добавляем 4 столовые ложки муки и хорошо перемешиваем. Вот молоко нагрелось, поэтому выливаем 2 половника молока в яичную смесь. И хорошо перемешиваем. Теперь выливаем весь крем в молоко и ставим на печь. Теперь варим крем на маленьком огне до полного загустения, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
Вот крем загустел, снимаем его с печи и ставим на охлаждение. Тесто вынимаем из пленки, раскатываем большой колбаской и делим на 7 или 8 частей. Сначала пополам. И потом каждую часть еще пополам. 4. Теперь каждую еще раз делим пополам. Теперь берем пергамент для выпекания и каждую лепешку раскатываем тоненьким слоем, толщиной примерно 2 мм. Я буду ориентироваться по такому диаметру. Это будет мой будущий пирог, поэтому отрезаем чуть-чуть больше, чем надо. Укладываем на бумагу и начинаем аккуратно раскатывать. Очень нежно, чтобы она была как можно тоньше. Вот корж раскатан, теперь можно его опускать в духовку для выпекания. Время выпекания примерно 6-7 минут. А тем временем, пока печется первый корж, можно заниматься раскаткой второго. Я первый корж не проколол вилкой, поэтому он очень сдулся при запекании. Поэтому необходимо вилочкой сделать проколы для того, чтобы выходил воздух. Вот видно, что он очень поднялся. Нам это не нужно. И делаем проколы. За 7 минут и можно вынимать корж. Для того, чтобы он был красивый и равномерно круглый, берем шаблон, какой-нибудь крышку или сито. И с помощью ножа, пока он горячий, обрезаем лишнее. Вынимаем корж. Сюда ложим новый. Прикладываем сито. И аккуратненько лишнее обрезаем. И можно потихонечку отделять корж от бумаги. Я слегка поддеваю ножом, чтобы он не поломался. Нужно быть с ними очень аккуратным. Вот такой получился симпатичный корж. Кусочки коржа, которые остаются после обрезки, не выбрасывайте, они пойдут для обсыпки всего торта. Снимать коржи из бумаги лучше, пока они еще теплые. Так они менее хрупкие и меньше ломаются. Для того, чтобы тесто хорошо раскатывалось, нужно хранить его в холодильнике, пока вы делаете остальные коржи. Теперь с помощью миксера измельчаем масло. Теперь добавляем по 2 столовые ложки крема и хорошо размешиваем. Ложим 2 ложки. И хорошо взбиваем. И вот коржи и крем готовы. Теперь можно приступить к перемазыванию коржей. Для этого берем 2-3 столовые ложки крема и выкладываем на каждый корж.
Верхний корж также обильно промазываем кремом и посыпаем крошкой, которая осталась от коржей, которые мы отрезали. Измельчаем руками мелко остатки коржей. И обильно посыпаем торт крошкой. Вот такой у меня получился торт Наполеон. Осталось только положить его в холодильник на 6 часов, чтобы он хорошо пропитался и можно его кушать. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как мужскими руками можно сделать торт Наполеон, если хочется сделать приятно любимой женщине. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.